Здравствуйте. Тут прошел такой моментик труда, как вы знаете или не знаете. Вот он был сейчас пару дней в Европе, там общался с лидерами. В принципе, как говорилось, он это делал для того, чтобы создать общий фронт в борьбе с Россией и так далее. Но говорил он не только про Россию, не только про Украину. Что было немаловажно, он говорил э, про конвой свободы, про то, что вот в соцсетях их сильно поддерживали, и что надо с этим бороться. И вот он собирается выделить $3 миллиона, чтобы бороться с пропагандой и дезинформацией, так сказать, в соцсетях. Это значит, что если я, например, буду, как сейчас делаю в Твиттере, высказывать свое мнение по поводу того, что он делает или того, что он говорит, он может решить, что я просто враг народа, как бы, и закрыть все мои пользовательские счета. Ну, мы понимаем, к чему это идет. Самое смешное, что он берет эти $3 миллиона из денег, которые платят все налогоплательщики, а не только те, кто слепо следует за ним. Получается, что я сам буду оплачивать то, что меня будут просто закрывать и делать полную цензуру и так далее. Вот. Ну, не надо долго объяснять, к чему это все идет. Он это называет, конечно, за защитой демократии. Мы понимаем, что это защита его демократии, которая является диктатурой. Короче, идет все к тому, что не только он, но и в Европе лидеры стали опасаться проявления свободы, вот, которая вот поднялась серьезно с этим конвоем свободы нашим и по всему миру. И они сейчас испугались, что вот эти проявления свободы как-то отразятся на их власти, и сейчас собираются работать серьезно над тем, чтобы это прикрывать. Потому что очень большая координация шла, да, через соцсети, и да, они закрывали группы, и конвой свободы там, наверное, раз 5 закрывали группу, открывали заново, набирали заново людей. Ну, короче, все, кто живут не в Канаде, и те, кто живут в Канаде, будьте готовы, что в ближайшее время начнется серьезная охота на всех, которые пытаются свободно выразить свое мнение. Так я понимаю, как бы, и, ну, я не представляю себе, что будет дальше, если уже мы доходим до такого, что он просто открыто это заявляет. Надеюсь, что как-то дотянем до выборов, и надеюсь, что вот когда будут выборы, вот эти вот овцы слепые, которые идут за ним, просто тупо идут за ним и верят ему, и не видят, что он просто уничтожает демократию шаг за шагом. Вот может они как-то проснутся и все-таки как-то повлияют на выборы. Хотя на сегодняшний день выборы можно и подделать, и подстроить, и все зависит от того, кому он заплатит. А как мы уже знаем, платит он хорошо и много. Как, например, CBC, наш один из главных каналов в Канаде, он им платит $1,2 миллиарда моих граждан Канады долларов. Никто о них не спрашивал, готовы ли они, хотят ли они. Я могу вас уверить, что если сегодня проведут референдум, готовы ли канадцы платить $1,2 миллиарда каналу CBC, обещаю вам, что подавляющее большинство скажет нет. Ну, потому что это просто уже переходит границы. $1,2 миллиарда. У нас экономика рушится. У нас бешеная инфляция. И как бы такие деньги отдавать только за то, чтобы трудо гладили по головке, рассказывали, какой он добрый, хороший и умный, что мы все уже понимаем, что это далеко от истины. Но как-то я не думаю, что все канадцы так резко скажут, что да, надо платить. Вот. Насчет инфляции, кстати, был у меня комментарий такой небольшой. Спросили, как в Канаде и в Европе борются с инфляцией. Ну, хочу заметить, во-первых, в Европе инфляция, в принципе, не такая серьезная. Как бы, да, средняя, я не экономист, поэтому говорю приблизительно то, что знаю. Средняя инфляция в нормальной стране должна быть в районе 2-3% годовых. Э, в Европе она 5, около 5%, причем до войны с Украиной. Не знаю, как это отразится на март месяц, но вот пока вот в феврале было 5. В Америке 7,5%, причем это, по-моему, даже 7,9. Они думали, что будет 7,5, причем думали это 10 февраля, когда война с Россией еще не пахла. Уже сказали, что будет 7,5, в конце оказалось, по-моему, 7,9. В Канаде тоже еще пока не сказали, какая инфляция, потому что наш премьер и Христи где-то гуляют, они, видать, не хотят пока вместе
обнародовать инфляцию, чтобы люди не начали сходить с ума, пока их нету в Канаде. Вот. Но тоже будет где-то порядка, я думаю, 7-7,5, потому что вот в январе было 5 точек с чем-то, и цены у нас полетели вверх сейчас просто. Насчет комментария, как с этим бороться будут в Канаде. Я знаю, что в России очень сильно банки подняли ставку для того, чтобы привлечь наличные назад в банке 20%. У нас сейчас подняли на 0,25 в январе, потому что поняли, что инфляция поднимается. Да, поднятие ставки Банка Канады — это известное как бы орудие в плане борьбы с инфляцией, но они не могут резко поднять, как в России, потому что все-таки по-другому думают. Тут все люди в большинстве своем имеют ипотечную суду на дома. И если поднимут, и большинство взяли под процент, который меняется в зависимости от процента от инфляции, от процента Банка Канады и так далее. И поэтому, если сейчас резко поднять вот так вот даже на 5%, это люди просто останутся без домов, не смогут выплачивать суды, и будет крах полный, поэтому они как-то стараются, они сказали уже, что будут, да, еще поднимать ребит, еще будут поднимать индекс Банка Канады, но насколько, как бы, я не знаю. В принципе, я знаю, что в среднем индекс банка страны обычно как бы стандартный, когда экономика развивается нормально, все идет путем, он в районе 4%, что-то такое. У нас был 0% очень долго, потому что были проблемы в Америке, и Канада очень зависит от Америки, поэтому не хотели опустили специально искусственно эту ставку, чтобы опустить канадский доллар по отношению к американскому. Иначе очень многие вещи, которые сегодня делают в Канаде на Америку, перестали бы существовать. Канадский доллар дешевле, чем американский, поэтому производить в Канаде сравнительно выгодно для Америки. Но если канадский доллар поднимется очень высоко, то производство в Канаде будет невыгодно американским компаниям, и они станут производить в Америке. И поэтому как бы одна из причин была, что ставку опустили до нулевой почти, чтобы было 0,25%. Это минимальная ставка, чтобы канадский доллар по отношению к американскому был все-таки ниже. Сейчас они потихоньку начинают поднимать ставку, но думаю, они будут опасаться вот так не перегнуть планку, чтобы не завысить слишком канадский доллар по отношению к американскому, и как-то, чтобы люди не сильно это вот. На 20% никто ставку не поднимет, это точно, как в России. Думаю, что они начнут сейчас поднимать потихоньку там до 3-4%, может быть, в течение нескольких лет. Опять же, все может измениться, если сейчас вдруг бешено поднимется инфляция, как бы выйдет полностью из-под контроля, хотя уже сейчас многие говорят, что она вышла из-под контроля. Но если выйдет полностью из-под контроля, и об этом, да, в этом признаются правительство и Банк Канады, то, может быть, они будут более быстро и более серьезно поднимать ставку. Обычно они поднимают и опускают на 0,25% во время объявления, но, опять же, смотря какой кризис у нас тут будет. Все уже знают, что будет кризис, вообще не связан с Россией, с Украиной, а с тем, как Труда тратил деньги, на что он тратил деньги и сколько денег он напечатал. Вот. И кому он давал эти деньги просто так. Вот как-то так. Но опять же, это было немножко, я отошел от темы ролика. Напомню, мы должны быть готовы и должны готовиться к тому, что в скором, да, мы все привыкли пользоваться соцсетями, и очень большая организация «Конвой Свободы» была через соцсети, но есть очень серьезный шанс, что в ближайшее время мы не сможем больше ни организовывать ничего через соцсети, ни как-то что-то с этим делать. Я попробую узнать больше насчет соцсети Трампа и когда ею таки можно будет пользоваться за границей и так далее. Буду держать в курсе, потому что, может быть, нам всем придется как-то перейти на альтернативную соцсеть. Я знаю, что есть Telegram, но Telegram не очень хорошо защищен, как бы не очень достаточно защищен. И в этом его проблема. И опять же, Телеграмом не знаю, как бы я вот только начал пользоваться, сейчас вот пытаюсь понять, что в нем
плюс или что в нем минус, но он как бы является более платформой, которая для сообщений, как я понимаю. Э, вот. Да, там можно открывать тоже каналы, можно открывать группы, но все-таки там как-то больше сообщения, чем вот показывать правду или рассказывать правду или что-то такое. Ну, посмотрим, значит, буду держать в курсе. Но пока надо думать о альтернативных всяких идеях. Советую людям открывать счета сразу в нескольких соцсетях, открывать юзеры, чтобы если и как-то их связывать между собой, чтобы люди знали, там, вдруг, если нету канала YouTube, значит, можно связаться как-то через Twitter, можно как-то связаться через Telegram и так далее. Потому что, ну, уже невозможно понять даже в скором времени, насколько сильная будет цензура в интернете и насколько... я думаю, что они сейчас просто уже переходят все границы и непонятно, где они остановятся. Так что... Ну, вот так вот Трудо выразился в Европе. И надеюсь, что мы сможем как-то поменять, повлиять на это и скинуть его, может быть, даже до того, как это на самом деле произойдет. Пока я могу вас уверить, что большинство канадцев вообще не знают, что он там в Европе говорил. В простых СМИ в канадских об этом ничего не говорят, потому что понимают, что начнутся крики, что где же свобода слова. Ну, надо вот так вот рассказывать, чтобы все знали. Так что люди в России, которым кричат, что они живут в диктатуре, вы не единственные, которые живете при диктатуре. Да, у вас диктатура, но у нас диктатура начинает быть не меньше, хотя до сих пор пытаются как-то ее скрыть под зонтиком демократии полной. Хотя на самом деле, вот видите, я вам рассказываю, и сами можете судить, начинается переход в диктатуру. И не только у нас, во всей Европе, в Америке и так далее. Ну, будем на связи.